Всех категорически приветствую. Подготовил объемный гайд по управлению в игре Star Citizen. Здесь будут рассмотрены все наиболее важные клавиши и их комбинации. Данный урок будет полезен не только новичкам, но и пожилым бэкерам, которые, возможно, какое-то время не заходили в игру. Разработчики в управлении постоянно что-то меняют, и вам это видео наверняка окажется полезным. В Star Citizen задействуется буквально вся клавиатура, и новичкам в таком изобилии задействованных клавиш разобраться весьма непросто. Поэтому можете заготовить листочек и ручку, чтобы делать какие-то попутные заметки. Также запомните расположение клавиш, и их значение будет проще. Говорить и показывать буду на примере стандартной раскладки клавиатуры. Также новичку некоторые функции типа стыковки, различные эмоции, лишние настройки камеры, бомбометания и всякое такое, все это не нужно. Поэтому предлагаю на этом внимание не заострять. К этому со временем каждый игрок придет сам, если будет на то необходимость. Ну а клавиши по сальважу и майнингу будут, собственно, в отдельных видео по майнингу и сальважу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, прожмите большие пальцы, ну а мы переходим к основной части урока. Гайд будет разделен на две главы. Первая об управлении кораблем и будет поделена на несколько подпунктов, а вторая об управлении персонажем. Для удобства тайм-коды будут указаны в описании и в закрепленном комментарии. Если вы новичок, советую сразу проверить, что в меню настроек включены подсказки управления, чтобы отсеять часть возникающих вопросов касательно значения основных клавиш. Также для практики и закрепления полученной информации можете зайти в Arena Commander, выбрать свободный полет не в сети и там спокойно тренироваться, где ничем не будете рисковать и никто не будет мешать. Глава 1. Управление кораблем. Пункт 1. Системы корабля и обзор. Клавиша F – занять кресло пилота. U – включить системы корабля. I – включение двигателей. Щиты на O, орудия на P, и они включены по умолчанию при запуске систем. Удерживать Y, чтобы покинуть кресло, либо то же самое действие можно вызвать, нажав левый Shift плюс U. С зажатым правым Alt нажатие на Y произведет катапультацию, если таковая предусмотрена кораблем. Клавиша F1 – мобиглаз стартовая страница. Клавиша F2 – мобиглаз карта. На карте, удерживая правую кнопку мыши, мы передвигаем ее. Удерживая левую кнопку мыши, вращаем. F4 – смена вида. Удерживая эту клавишу, вращением колеса мыши мы регулируем приближение и отдаление камеры. Все так же удерживая F4, стрелками на клавиатуре регулируем положение камеры в плоскости, а клавишами Page Up и Page Down регулируем высоту. Чтобы сбросить положение камеры, необходимо зажать клавишу со звездочкой на нампаде. Лично у меня нампада на клавиатуре нет, поэтому я назначил сочетание F4 плюс правый Alt плюс Del. Вообще в игре можно создавать и сохранять различные пресеты положения камер, регулировать глубину резкости, и если будет желание, можете разобраться в этом всем самостоятельно. Клавишу для камеры можно найти в самом низу в настройках управления. На Z переключается режим свободного обзора. Либо можно удерживать клавишу, и тогда свободная камера будет отключаться при отпускании. Все это работает как при виде от третьего лица, так и от первого. Клавиши F5, F6 и F7 – распределение энергии по системам, орудия, двигатель, щиты. Нажатием добавляется один шаг, удерживая, заполняется на максимум. F8 – сброс. Зажав F, переходим в интерактивный режим. В этом режиме можно осматриваться, зумироваться колесом мыши и взаимодействовать с различными кнопками и экранами по нажатию левой кнопки мыши. Нажав правую кнопку мыши, вызывается радиальное меню, в котором дублируются возможные действия, а также через него можно увидеть возможные скрытые действия для случаев, когда одна клавиша перекрывает другую или находится близко. Пункт 2. Управление полетом корабля. Space и левый Ctrl стрейфы вверх-вниз. A-D – стрейф влево-вправо. W – тяга вперед. S – обратная тяга. Q и E – вращение или крен. Мышью осуществляется рыскание и тангаж. Левый Shift – Boost. Можно использовать как для ускорения, так и для более эффективного торможения или маневрирования. В боевом режиме скорость сильно ограничена, а с бустом ее можно кратковременно повысить. Клавиша X – так называемый космический тормоз. В каком бы направлении вы ни двигались, корабль будет стремиться погасить скорость. Если корабль движется боком, то эту задачу на себя возьмут слабенькие трастеры. Если летим носом вперед, будут тормозить обратные двигатели. Клавиша Y –
Но самое эффективное снижение скорости – это разворот корабля в обратную сторону и торможение главными двигателями. Также при нажатии клавиши X автоматически задействуется буст для более эффективного торможения. Правый Shift – блокировка тангажа и рысканье, то есть управление мышью. Можно включать и выключать по нажатию, либо активировать удержанием. Левый Alt плюс вращение колесом мыши. Регулировка ограничения скорости. Выше указанного значения скорость набираться не будет. Левый Alt плюс C. Фиксированная скорость. Иными словами, круиз-контроль. Клавиша C – Decoupled Mode. Компенсация инерции. Постараюсь вам сейчас объяснить простым языком, что это вообще такое. Штука очень важная. В космическом пространстве, ввиду отсутствия силы трения, тело, на которое не действуют внешние силы, будет двигаться с постоянной скоростью по прямой, пока на него не подействует иная сила. То есть, дав кратковременное ускорение кораблю, он продолжит движение по прямой с постоянной скоростью, пока мы не начнем тормозить, ускоряться или маневрировать. При таком движении корабль можно вращать, не меняя траектории и скорости движения. В игре, конечно, много условностей, например, брошенные предметы или контейнеры со временем замедляются. Это игровое упрощение. Включение на клавишу C компенсации инерции автоматически гасит скорость движения, если мы не даем ускорения. Пункт 3. Дополнительные клавиши управления кораблем. В этом разделе предлагаю пойти по нужным клавишам прямо по порядку по клавиатуре слева направо, но сперва мышь. ЛКМ – стрельба в боевом режиме, либо активация прыжкового двигателя в навигационном. В режиме сканирования, удерживая ЛКМ, сканируем объект. Об этом подробнее чуть позже. Правая кнопка мыши – прицельный режим стрельбы, в котором можно вести прицельную стрельбу по конкретным узлам корабля. Орудия ведут цель в автоматическом режиме, то есть нужно держать цель в перекрестии. В обычном же режиме огонь ведется на упреждающий маркер. Клавиша Tab – пингование сканером. Помогает обнаруживать объекты и поверхности при плохой видимости, например, в темноте. Корабли и технику пингованием обнаружить проще. А также таким способом можно вести поиск каких-либо ресурсов для майнинга или сальважа. Клавиша T – захват цели в области видимости. Повторное нажатие – захват следующей цели методом перебора. Обратите внимание, что орудие сводится на расстоянии цели, поэтому не стоит захватывать одну цель, а гоняться за другой. Попасть будет сложно. Чтобы отменить захват цели, необходимо нажать левый Alt плюс T. В игре есть несколько различных способов захвата цели, ближайшие, только вражеские, также их можно отмечать. И по мере роста опыта сможете всем этим пользоваться, а пока что, думаю, хватит и этого. Квадратные скобки, принять, отклонить, приглашение в отряд, друзья и все такое. Удерживать Backspace для запуска самоуничтожения. Зажав повторно, отмена. Чем крупнее корабль, тем больше времени дается на обратный отсчет. Клавиша G – гимбалы, режим доводки для орудий, либо фиксации по центру. В режиме стрельбы ракетами, в который можно перейти нажатием средней кнопки мыши, на клавишу G добавляем плюс одну ракету к одновременному запуску, обычно максимум до 4. Нажатием левый Alt плюс G – сброс ракет до 1. В режиме запуска ракет, если установлено несколько их видов, вращением колеса мыши меняем их тип. Клавиша H – ловушки. Удерживая H – подготовка большего количества ловушек и их моментальный запуск. Правый Alt плюс H – увеличить их число, запуска при этом не будет, а на левый Alt плюс H – наоборот уменьшить. Ловушки помогают отвести от себя уже запущенную ракету, а также могут кратковременно помешать наведению инфракрасных и электромагнитных ракет. Клавиша J – шумы, экранирующие частицы. Мешают захвату цели не только для запуска ракет, но и вообще на несколько секунд скрывают от радаров, а захват цели при этом невозможен. Вы в это время также теряете цель с радара. На тему ракет, ловушек и шумов есть небольшой ролик, ссылка в подсказке в углу экрана. Клавиша K – втолы. Открывать дополнительные либо переворачивать основные двигатели в вертикальное положение, соответственно повышая вертикальную тягу. Левый Alt плюс K – реконфигурация корабля. Встречается на кораблях нечасто. Как правило, это какая-то трансформация. Например, Корсар этой комбинацией клавиш расправляет крылья, а грузовые хулы раскрываются для загрузки контейнеров. Правый Alt плюс K –
Включение-выключение блокировки точек крепления. Чтобы вручную снять или поставить орудие на работоспособный корабль, сперва необходимо разблокировать точки крепления из пилотского кресла. Клавиша L – свет. V – режим сканирования. Также он включается перебором по нажатию колеса мыши после режима запуска ракет. В режиме сканирования при наведении на объект и зажав левую кнопку мыши, узнаем его содержимое. Контейнер ли это, или какая-то глыба для майнинга, или же корабль. Результаты сканирования можно будет найти на экране корабля, выбрав соответствующий раздел сканирования. B. Мастер моды. Боевой, либо навигационный. На данный момент работает это так. В боевом скорость значительно ограничена в зависимости от класса корабля. При ускорении на левый shift максимальная скорость временно повышается. Прыжковый двигатель отключен, а орудия могут вести огонь. В навигационном же орудия и щиты отключены, запуск ловушек и шумов невозможен, но зато активен прыжковый двигатель. Клавиша N – выпуск шасси и автоматическое ограничение скорости до 30 метров в секунду. Левый Alt плюс N – запрос на посадку либо взлет из ангара. Этот запрос можно осуществлять через моби-глаз дозвоном в соответствующую службу, но на клавиатуре делать это удобнее и быстрее. Теперь то немногое, что нужно назначить самостоятельно. Открытие и закрытие всех дверей. Очень полезная штука. Причем лучше назначать на разные клавиши. В случае с переключением на одну клавишу может иногда возникать путаница. То ли открыть нажал, то ли закрыл уже открытые. А также необходимо назначить отпирание и запирание всех дверей. Это может помешать посторонним пробираться внутрь корабля. Пункт 4. Управление турелью. Как запустить турель с клавиатуры, я не нашел способа. Только вручную нащупав необходимую клавишу в интерактивном режиме с зажатой F. Клавиша S – смена позиции, если предусмотрено. Например, трактор BIM на C1 Spirit или турель на истребителе RSI Scorpius. На клавишу Q – режим прицеливания. Мышь либо виртуальный джойстик. Пробуйте, что вам удобнее. Клавиша I – гироскопическая стабилизация. По умолчанию турель обычно привязана к кораблю, и курсор турели будет следовать за ним. При включении гироскопического режима турель будет пытаться следить за позицией вашего курсора до тех пор, пока позволяют углы поворота самой турели. Клавиша C – центрование турели в исходное положение. Y – покинуть турель, либо отключиться от нее в случае с дистанционным управлением. Клавишами D и A выбираем следующую, либо предыдущую турель. Опять же, работай с дистанционными. Глава 2. Управление персонажем. Клавиша F1 – мобиглаз, стартовая страница. Клавиша F2 – мобиглаз, карта. F4 – смена вида. F12 – чат. Взаимодействие с предметами и панельками, так же как и с кабиной корабля, на F. При удерживании выводится курсор, а при наведении на предмет кликом правой кнопки мыши вызывается радиальное меню со списком возможных действий. Взяв предмет в руки, нажав LKM, мы используем его, например, чтобы выпить воды или использовать медпэд. Удерживая левую кнопку мыши и наведя курсор рядом с собой, мы можем где-либо разместить объект, который нельзя использовать. Если его можно использовать, то вместо размещения он используется. А если отвести курсор дальше, появляется траектория броска, и при отпускании персонаж силой бросает предмет. Если же не просто отпустить левую кнопку мыши, а нажать правую, то предмет будет брошен с небольшой силой. Отменяться бросок должен вроде как на F, но вот у меня почему-то это не работало, и в руке оставался предмет только нажав I, инвентарь. Когда предмет в руках, нажатием правой кнопки мыши предмет уберется в инвентарь, если для него найдется место. Все эти действия также дублируются в радиальном меню, если в интерактивном режиме, удерживая F, мы кликнем правой кнопкой мыши непосредственно по предмету. Клавишей C – присесть. Space – прыжок. Shift – бег. Регулировка скорости ходьбы осуществляется вращением колеса мыши. Ctrl – лечь. А двойными нажатиями клавиш Q и E раньше работали перекаты. Теперь почему-то нет. Наверное, потом поправят. На цифры 1 и 2 основное оружие, которое располагается в ячейках на спине или на рюкзаке. Повторное нажатие цифры выбирает следующее двуручное оружие, либо инструмент. Цифра 3 – пистолет. Он всегда на эту клавишу, так как это основная ячейка под него, и другого сюда повесить ничего нельзя.
Цифра 4. Mad Pen, который висит у вас на броне. Цифра 5. Мультитул либо мединструмент, в зависимости от того, что висит на бедре. Клавиша 6. Биться на кулаках. ЛКМ и ПКМ удары, одновременное нажатие этих клавиш блок, а средняя кнопка мыши вырубить оппонента. Все эти клавиши работают точно так же с оружием ближнего боя. Также на клавишу V достаем предмет, висящий на правом бедре. Это может быть оружие ближнего боя, его можно повесить только в эту ячейку, либо мультитул или мединструмент, расположение которых вы уже вольны выбирать самостоятельно. Можно сделать на V мультитул, а на 5 мединструмент, как вам удобнее. Повторным нажатием на 5 можно переключаться между мультитулом или мединструментом, а также каким-либо двуручным инструментом, если он у вас в первой или второй ячейке. А вот на клавишу V берем предмет только из соответствующей ячейки. Проверить, что в каких ячейках лежит и на какие клавиши вызывать, можно в радиальном меню, раздел вооружения. В руках с мединструментом левая кнопка мыши лечить игроков. Нажав клавишу B, направить на себя. Также у мединструмента есть второй режим работы, в котором можно нейтрализовать дебафы от повреждений. Говорю просто на будущее, на данном этапе этим голову можно не забивать. ПКМ целиться, ЛКМ стрелять. Также в режиме прицеливания можно зажать левый Shift, чтобы задержать дыхание. Для оружия смена режима стрельбы на B. Клавиша U использовать подствольный инструмент, если таковой имеется на оружии. На клавишу J настройка оружия. Девайсы можно будет выбирать из тех, что у вас имеются с собой в инвентаре. Обратите внимание, что важно учитывать размер. Бывает size 1, 2 или 3. Наведя курсор для модификации необходимого узла, листаем, крутя колесо мыши. ЛКМ установить модификацию. ПКМ отменить. Однократное нажатие клавиши R перезарядка. Удерживанием достаем либо убираем из рук инструмент или оружие. Левый Alt плюс R нести опущенным. В первую очередь для перезарядки оружия используются магазины, висящие на вашей броне. Когда они заканчиваются, но в инвентаре у вас есть еще магазины, вы увидите индикатор рюкзака рядом с патронами, и перезарядка будет по-прежнему возможна, но будет требовать значительно большего времени. Так что перед боем не забываем обмазаться всем необходимым, чтобы такого не происходило в самый неподходящий момент. Также обращаю внимание на то, что перезарядка в игре происходит магазинами. То есть недотраченные пули останутся в магазине, и когда не останется полных, персонаж снова зарядит неполный магазин. Дозарядить эти магазины патронами можно нажатием левый Alt плюс 1, либо через инвентарь, нажав Combine All Ammo. Клавиша T – фонарик. Клавиша I – инвентарь. Двойным кликом левой кнопки мыши экипировать. Удерживая Shift, нажатием левой кнопки мыши переносим предмет в другой инвентарь. На клавишу G вооружиться гранатой. На ЛКМ или ПКМ бросить. Учтите, что если вы уже зажали левую или правую кнопку мыши, гранату убрать уже нельзя, как и держать ее в руках. Когда у нас в руках Mad Pen, левой кнопкой мыши использовать на себя, а правой на другом игроке. При плохих погодных условиях визор может запотевать и загрязняться. Протереть его можно нажатием Alt плюс X. Квадратные скобки также принять и отклонить приглашение куда-либо. Удерживая Backspace, назовем это самоликвидация. Такой вот жирнющий урок получился. Если оказалось полезно, отгрузите фуру больших пальцев, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Это не только способ сказать автору спасибо за проделанную работу, но и отлично помогает в продвижении видео на YouTube, и его посмотрит больше людей. Если у кого-то вдруг возникает желание поддержать финансово, ссылочка есть на мой Boosty. Большое вам спасибо. Также для тех, кто пропустил, напоминаю, что на канале недавно вышел ролик об особенности наведения различных типов ракет и о мерах борьбы с ними. О том, как влияет силуэт корабля, в который наводятся ракеты, почему иногда ракета пролетает, не реагируя на цель и все такое. В общем, коротко и информативно. Ну а я ушел готовить видео по сальважу и майнингу. До скорых новых встреч, друзья. Пока.